Здравствуйте. Давно не было видео на канале, но вот оно вышло. Я взял контракт на пролет мимо Минмуса и строю зонд, который оставит на его орбите мощный ретранслятор, пролетит мимо и проведет научные эксперименты. Миссия ровно такая же, как и во второй части карьеры с облетом Луны, только теперь аппарат будет подальше от родной планеты. Пока вы смотрите, как я строю ракету, расскажу вам, почему произошел перерыв, и предупрежу, что снова пропаду. Все очень просто. Первый раз я пропал из-за контрольных в ВУЗе, а в июне буду отсутствовать из-за сессий. Предстоит сдавать экзамены по физике, линейной алгебре и математическому анализу. Вообще, КСП — это наглядный пример орбитальной механики, и мы могли бы разобрать все эти полеты с физической точки зрения. Например, законы Кеплера, но это механика. Сейчас у нас курс термодинамики. Космические аппараты при входе в атмосферу, кстати, горят из-за термодинамического процесса. Starship, например. В общем, напишите в комментариях, если такое будет интересно. На аппарат обязательно добавляю монотопливо, которое, как и в прошлых частях, может помочь с возвращением. Долго парюсь из-за диаметра ступеней, просто очень хотелось воспользоваться двигателем Скиф. Он прекрасный, экономичный, но у нас нет обтекателя такого диаметра, поэтому решаю остановиться на 1,8 метра. Перейдем к полету. Все стандартно. Вышли на орбиту, обозначили минус целью. Создаем маневр в нисходящем узле, сводим наши точки сближения и ищем момент входа в сферу тяготения Минмуса. Спланировали маневр, поворачиваемся по направлению маневра и ускоряем время. Выжигаем 800 метров в секунду и доводим скорость до нужной, развернув ракету. Приходится сделать лишний кружок, но кербонавты не требуют пищи, поэтому просто подлетаем к минусу и оттормаживаемся. Вот мы и вышли на орбиту. Сбрасываем ретранслятор и поворачиваем так, чтобы на солнечные панели всегда попадало солнце. Проводим эксперименты со слизью лабораторией. Измеряем давление и температуру. И решаю снизить наш перицентр, чтобы провести эксперименты на более низкой высоте.
Проводим эксперименты, собираем данные на спускаемый аппарат и оставляем в лаборатории использованную слизь на орбите. Они нам больше не пригодятся. Теперь остается только вернуться домой. Набираем скорость и выходим на орбиту Кербина. А вот тут произошла неувязочка, и у спутника пропал кербонет. Классика КСП. Вот и почему не догадался поставить ретрансляторы на сам аппарат. Явно же антенны будет недостаточно. Думал, что миссия провалена, но нужно было еще побороться за успех. Я включил отображение подключения и поймал момент, когда связь доступна. Теперь можно сбросить скорость и вернуться домой. В этот раз на носу спускаемого аппарата не просто аэродинамический колпак, а тепловой щит, поэтому можно не волноваться, что мы сгорим. Разворачиваем тормозной и основной парашюты. Вот мы и дома. Привезли 296 очков исследований, и наше состояние теперь почти 800 тысяч. Изучаю прогрессивные исследования. Контракта на посадку кербонавта на Минмус я не нашел, поэтому решил сделать все проще. Летим без контракта, научная миссия. Для этого отлично подойдет ракета для посадки на Луну из простой части. На ней был приличный избыток топлива, поэтому для Минмуса она сгодится идеально. Нашел конструкцию парочку корректировок и запускаю наших кербонавтов. Антон, пользователи вызвоняют. Пропустим маневрирование. В первом полете мы его уже разобрали. Постепенно снижаем орбиту, чтобы выбрать хорошее место для посадки на Минмусе. Думаю, мы все знаем, что там есть ледяные озера и они довольно гладкие, поэтому посадку мы совершим именно на одной из них. Минус вообще довольно приятный спутник. Низкая гравитация и большие залежи руды, которые в будущем можно будет перерабатывать в топливо. Летать до него просто сказка.
Даже для полета на Минмус у этой ракеты большой избыток топлива, поэтому вторую ступень приходится сбросить. Рельеф ровный, поэтому получилось выполнить мягкую посадку. Первым на поверхность выходит Джеб и устанавливает флаг. Обязательная фотосессия для превью и пробы грунта. За ним следом выходит Боб, и его работой становится проведение научных экспериментов. Вообще Минмус щедро отплачивает наукой по сравнению с Луной. Возвращаем Боба и можно лететь домой. В этот раз аппарат пилотируемый, и мы связь не потеряем. Никаких нештатных ситуаций не произошло, поэтому пора оценить нашу прибыль. 720 очков науки, кредиты остались примерно на том же уровне, кербонавты вернулись целыми и невредимыми. Изучаю специализированную сборку для обтекателей большего диаметра, продвинутую электротехнику и новые командные модули. Также у нас появился контракт на исследование Минмуса. Задача выйти в открытый космос на его орбите и выполнить сближение с космическим аппаратом. К счастью, там остался наш ретранслятор после первого полета. Ни минуты раздумий. Сразу же запускаем прошлую ракету к Минмусу. В этот раз обратим отдельное внимание на маневр сближения. Так вот, что же все-таки следует делать? Первым делом нужно выделить целью наш зонд и при помощи инструментов свести вместе наши точки сближения. Маневр нужно создавать в восходящем или нисходящем узле, чтобы удобно было откорректировать угол орбиты. У нас появилась такая точка, выделенная фиолетовым цветом. Теперь выполним маневр, а когда подлетим к ней, погасим скорость относительно цели. Выполнили маневр, теперь выбираем скорость не относительно орбиты, а относительно цели. Поворачиваем корабль против движения и гасим скорость в 0. Затем повернем к цели и начнем сближаться. Как видите, у нас появилась новая точка сближения. Ускоряем время. Здесь от нас не требуют стыковки, поэтому достаточно подлететь на 500 метров. Выходим в космос и делаем доклад экипажа. Контракт выполнен и можно возвращаться.
Смотреть «Возвращение с Минмуса» в третий раз — это не так интересно, поэтому я вас немного отвлеку. Хотел поблагодарить за проявленную активность. Мы довольно быстро подскочили с 50 до 136 подписчиков. Это отличный результат. Я рад, что получается собирать любителей КСП вместе. Также попрошу вас посмотреть эдит, который я сделал. Он уже набрал 2000 просмотров, а в ТикТоке совсем умер и не попал в рекомендации. Может, вы его оцените. Переходите по подсказке, думаю, получилось неплохо. Также обязательно пишите в комментарии о качестве контента. Обсудим моменты, которые вам понравились или же вызвали спорное впечатление. Как видите, я стараюсь улучшить качество и кликабельность превью. Тем временем кербонавты успешно вернулись домой, контракт выполнен и у нас на балансе 1 000 000. На этом видео подходит к концу. Большое спасибо за просмотр. Если понравилось, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Хорошего настроения и до встречи!